Всем привет! С вами Руслан Гафаров, и вы на канале Mali Trip. Тут мы говорим про венчур-инвестиции, про то, как запускать стартапы, про работу самых эффективных, самых дорогих в мире корпораций. А для того, чтобы вы оттуда забрали какие-то самые крутые бизнес-инструменты и применили их в ваших бизнесах. Наш YouTube-канал — это такое окошко в Кремниевую долину, через которое вы сможете понять, что вообще тут происходит и как тут все устроено. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Сейчас мы вместе с вами идем навстречу к моему подписчику Ивану, который работает в деловой среде дочки сберегательного банка. Он приехал сюда, в Кремниевую долину, написал мне, потому что ищет тут ответы на свои вопросы. И вот на какие вопросы мы сейчас вместе с вами узнаем и постараемся ему помочь. Ребят, знакомьтесь, Иван. Иван, привет. Привет, ребят. Зачем ты сюда приехал? Какие у тебя есть вопросы, чтобы понять, как именно мы сегодня устроим наш день? Да, я еще раз представлюсь, ребят. Меня зовут Иван Комаров, я директор образовательных программ деловой среды. Это дочерняя компания Сбербанка. Мы занимаемся созданием сервисов и образовательных программ для предпринимателей. Если вы когда-то участвовали в программах в регионах под брендом «Школа бизнеса регионов», пользовались проектом 120 секунд или платформой «Деловая среда», это как раз-таки наша история. Я, собственно, приехал сюда не случайно. Большинство топ-менеджеров Сбербанка регулярно ездят сюда, чтобы посмотреть, какие здесь новинки, технологии, потому что Силиконовая долина и Сан-Франциско — это такая мекка технологических историй, мекка всех самых крупных прогрессивных компаний, которые работают по платформенному типу. Перед нами сейчас стоит большая амбициозная задача сделать самую классную обучающую программу, платформу для предпринимателей в России на базе платформы деловой среды от Сбербанка. В целом, если так вот посмотреть на мир и вообще на платформы, которые сегодня есть в мире, наверное, самая большая платформа — это Amazon. И именно Безос внутри Amazon реализовал огромное количество разных идей, которые сегодня стали уже таким стандартом в интернете, да, например, комментарии, да, возможность оценивать какие-то товары, услуги, взаимодействие людей. Вот первые эти оценки и комментарии вообще, в принципе, как явление запустились, они как раз на Amazon, представляете? Он первый эту штуку придумал. И я думаю, что нам с тобой будет полезно сходить именно к ребятам, которые работают в Amazon, и, соответственно, задать им эти вопросы, поэтому не переключайтесь, пойдемте с нами вместе к нашему другу Денису, зададим ему вопросы о самой большой платформе, самой дорогой платформе в мире, о самой дорогой корпорации в мире Amazon. Вместе с вами приехали к Денису. С Денисом познакомились больше года назад на одно из мероприятий, которое, по-моему, делали в Сколково. Он был очень похож тогда на Стив Джобса, такой в очочках круглый, в черной водолазочке. И сразу мы провели параллели, даже немножко потом подкалывали его. Он работает уже несколько лет в Amazon, работает в одном из очень секретных проектов, поэтому я даже не знаю, что именно он делает, но он работает в подразделении AWS. Amazon Web Services — это то, на чем сегодня фактически держится весь американский интернет. Здорово. Привет. Привет. Как мы все будем в белом мальчике, да? Мы приехали к Денису, так как он сегодня один из лучших спикеров нашей программы Mali Trip. Дело в том, что мы опрашиваем ребят, которые приезжают к нам, по 10-бальной шкале оцените, порекомендовали ли того или иного спикера своим близким друзьям, знакомым. Так вот, Денис один из топ-топ уровня спикеров нашей программы, поэтому как раз Ваня сегодня задаст ему вопрос для того, чтобы уехать с ответом и сделать то, что он делает лучше. Вань, давай ты первый вопрос задашь. У меня тоже для Дениса есть несколько вопросов. Я думаю, что ты, как гость, должен сделать это первым. Да. Спасибо. Денис, очень интересен опыт Амазона, потому что Amazon является самой крутой платформой в мире, на мой взгляд, где соединяются продавцы и покупатели. Вот расскажи в двух словах, в чем секрет, как удается ее постоянно строить, улучшать и поддерживать. В чем основной секрет Амазона? Основной секрет, я думаю, на самом деле в миссии. Миссия компании Amazon — это быть самой клиентоориентированной компанией.
И на самом деле, в отличие от большинства больших компаний, эта миссия не менялась с первого дня. Вот прям, то есть эта миссия была записана Джеффом Безосом в первый день основания компании. Вот. И все решения, которые принимаются на основе данных о пользователях и запросов пользователей. То есть все исходит от клиента. Я из города Саранска, это столица Республики Мордовия. Вот, там я учился, закончил школу номер 19, потом учился в университете. Я всегда знал, что я буду программистом. А почему? На самом деле сложно сказать. В самых начальных классах я думал, что буду заниматься математикой и физикой. Физика больше всего меня привлекала. Вот, я там в олимпиадах всевозможных участвовал и так далее. Но когда я увидел компьютер, я понял, что я хочу быть программистом. Почему? Сложный вопрос, но если вот так пофантазировать, то я бы сказал, потому что я понял, что это мир практически без правил, да, то есть если вот в реальном мире есть там гравитация, силы, там, всевозможные силы трения и так далее, которые нас ограничивают, то в компьютерном мире там практически есть только скорость света, которая ограничивает скорость передачи данных, вычислительные мощности, а так, в принципе, ты можешь строить какую угодно систему с любыми правилами. И самое крутое — это то, что тот виртуальный мир, который в компьютере и в интернете, может влиять на реальность физически. И то есть, когда появилась возможность зарабатывать на этом, то есть это было... Короче, почти как Безос, тоже такой очень прагматично подошел к этому вопросу. Да, возможно. Прикольно. В Амазоне есть такой принцип, называется Customer Backward. Что это означает? Что создается там обычно какой-нибудь небольшой там демо-проект, показывается клиентам, смотрится, как они реагируют на это, вот, потом уже продуктизируют и внедряют в больших объемах. А вот как принимается решение, что внедряется, а что идет на полку? Или вообще от чего отказывается? Это сама команда принимает? Да, то есть принимается внутри проекта, людьми, которые занимаются проектом. И способ принятия решений — это отдельная тема, там я могу рассказать про процесс. Давай, интересно. Это интересно. То есть нам интересно, чтобы, например, Ваня приехал обратно в деловую среду и сказал: ребята, смотрите, что я узнал, как, оказывается, надо работать. То есть готовый какой-то процесс раз. И почему он скажет, ему поверит, потому что он скажет: ребят, вы знаете компанию Amazon? Это сегодня самая дорогая компания, одна из, да, там почти триллион, да, стоит, она пересекала этот рубеж, да, там. Давайте просто прислушаемся, уберем свое эго и послушаем, что нормальные умные люди говорят. Думаю, что ему так проще будет внедрять. Да. Тогда я расскажу, как это работает. В общем, кто-то создает какое-то предложение, выходит там с инициативой и создает небольшой документ. Это двухстраничный А4 документ. Вот. В Амазоне надо сказать, что внутри запрещены все презентации. PowerPoint просто не существует. Тут почему? Потому что это зависит от спикера, его харизмы и так далее, и так далее. И для того, чтобы PowerPoint, он не содержит полную информацию, да, о докладе. Я добью, да, там, то, что вот, ты говоришь, да, там, сделать так, чтобы уравнять шансы какого-нибудь там, условно, там, задрота айтишника, да, там, условно, перед каким-то харизматичным спикером-оратором, понял, да, то есть, чтобы не было, например, выборов в пользу того человека, кто, красивее говорит, а не в пользу того, в пользу того, у кого реально предложение может быть более конструктивным. Поэтому у них есть свой подход к тому, как готовить это предложение. Да, и в Амазоне есть курс, называется narrative writing, но переводится это как повествовательный рассказ. Смысл такой, что вначале описываются проблемы, которые существуют, и потом описываются всевозможные опции решения этой проблемы. И это расписывается в очень сжатой, в очень короткой форме, без каких-либо прилагательных, то есть очень сухой текст. И только в конце автор добавляет свое мнение, какую из опций он предпочитает. Потом этот документ рассылается всем заинтересованным людям и, на самом деле, даже внутри всего обычно проекта, даже тем, кто напрямую к этому не относится.
к этому решению. Но есть люди, которые даже, там, например, там, тестировщики или, так скажем, ну, те, которые не на самом верху все равно находятся, но которые могут иметь опыт в решении этой проблемы или в решении задачи. Таким образом, общий коллективный интеллект работает над решением задачи. Все, соответственно, комментируют это предложение. При этом предложение можно отправить анонимно, так, чтобы там начальник какого-нибудь подразделения не просто своим авторитетом не завалил. Ну да, типа, если я начальник предложу какую-то тему, то у всех может сложиться впечатление, что типа, раз начальник предложил, значит, его надо поддержать. Не поддержать лучшее, а поддержать начальника. И чтобы уйти от, от вот этой темы можно сделать анонимной. Вот. И, соответственно, таким образом все комментируют, отписывают свое мнение. Потом это все дело, мнение учитывается, создается вторая версия документа, там, с дополнительными опциями, которые до этого не учитывались. Вот. И выносится решение уже тем человеком, который ответственен за непосредственно направление. Это уже по иерархии. Вот. Но в Амазоне есть такой принцип, называется disagree and commit. Что он означает? Это означает, что хорошо быть несогласным, да? То есть хорошо критиковать какие-то предложения, хорошо аргументированно критиковать, конструктивно, да. Вот. Но после того, как принимается решение, оно больше не обсуждается, и все должны ему следовать до тех пор, пока не появятся новые данные или какие-то аргументы, которые изначально не были учтены в начале обсуждения, в начале принятия решения. Вот. Это нормально вернуться к обсуждению еще раз, если мы получили данные о том, что там клиенты, мы это не нравится, или там мы получили данные по аналитике, что это там не так используется, как мы хотели бы. Соответственно, это можно переобсудить. И еще важный момент — это то, что у каждого решения есть определенный дедлайн, есть время, в течение которого оно должно приняться. Почему? Потому что в бизнесе зачастую лучше принять неправильное решение, но быстрее, начать двигаться, понять, что ты двигаешься не в правильном направлении, и развернуться, чем обсуждать до бесконечности. Поэтому обычно там в зависимости от сложности, да, там выделяется там неделя на принятие, месяц и так далее. То есть в зависимости от того, от размеров решения. Я закончил университет. Когда я работал в университете, я работал там в нескольких софтверных компаниях. Там одну мы начинали с ребятами, потом я устроился в стартап, которые с фаундерами, на самом деле, из Калифорнии, из Лос-Анджелеса. Вот. И у меня была цель, то есть, окей, если я айтишник, я программирую, я хочу построить компанию, где я должен это сделать? В самом крутом месте для этого. Это Силиконовая долина. Ну и вот когда, то есть, я узнал про компании Google и всевозможные другие компании, соответственно, я себе поставил цель именно работать в эпицентре этих событий в Силиконовой долине. Вот я сейчас своим мнением поделюсь, а кто такой Безос, а ты, добавь или опровергни, или там добавь что-то, да, там. То есть просто чел, там, вундеркинд, в свое время там учился очень хорошо, закончился отлично, насколько я помню, Принстонский университет, работал на Уолл-стрит, придумал какой-то софт именно для Уолл-стрит, представляете? То есть Безос придумал софт для Уолл-стрит, работая среди очень талантливых тоже очень людей, именно которые вот работали над каким-то фондом. И там он просто проанализировал то, что каждый год на 1000% увеличивается рынок интернет, то есть количество пользователей прирастает там в 1000 раз ежегодно, то есть в 1000 раз. То есть он увидел, что рынок просто раздувается, и что по-любому, то есть там можно что-то строить, какую-то инфраструктуру. Тогда еще не было там ни Windows, тогда не было еще вообще ничего, по сути, да, там. И он тогда уже задумался, что это может быть какой-то большой историей, которая поможет людям, то есть покупать, продавать, зарабатывать и так далее. И что самое крутое, компания была основана в 1994 году, и через 3 года он уже ее вводит на IPO, представляете? На IPO через 3 года, и она уже, по-моему, там уже больше миллиарда, по-моему, оценивалась, если мне память не изменяет. Может быть, я ошибаюсь, это нужно уточнить. Но что самое крутое, то, что он изначально прописал бизнес-план, чего, в принципе, невозможно сделать, может быть, там в странах СНГ и в России точно, да, то есть он прописал план на 20 лет. То есть он знал, что следующие 20 лет его компания будет убыточной, потому что он прописал, что он будет реинвестировать всю прибыль в развитие его компании, и как только он понимал, что он начнет показывать прибыль, он начнет, зарабатывать
зарабатывать больше даже не кэш на карман с, получается, какой-то прибыли компании, а он будет зарабатывать просто больше даже на акциях. Да, сначала я работал в стартапе, то есть с фаундерами из Калифорнии, да, и то есть тогда у меня уже как я могу переехать, вот, потом стартап на самом деле не очень там залетел, не очень судьба сложилась, вот, но я познакомился с ребятами, которые меня порекомендовали в компании в Штатах. И я практически там сразу после университета, там через полгода или там год, я уже, честно говоря, не помню, там сколько-то виза занимал процесс, я переехал в Мичиган и работал в веб-студии. На самом деле мы вот делали компанию в России, строили. И я тогда думал, как ты вообще в Америку-то попал? Вот, просто по приглашению от ребят. На работу? Вот, да, на работу. Но мы там воспользовались одной там хитростью. Дело в том, что у меня была не рабочая виза напрямую, а была студенческая, как стажерская. Вот. Но смысл такой, что я вроде бы лечу как студент, мне там платили там достаточно маленькую зарплату, я бы сказал, но мне предоставляли при этом все, то есть дом, проживание, машину даже, то есть все мои там потребности были покрыты работодателем, вот, а он мне там давал небольшую там денежку для того, чтобы там на развлечения и на все остальное, вот, и то есть так я там проработал чуть больше года в Мичигане. Так, Денис, кто такой Безос? Расскажи, вот, так как ты, наверное, ближе всех нас к нему, ты общался с людьми, которые общались с ним, у вас там переписка, ты видела его письма. Расскажи, вот, что такое Безос внутри Amazon? Вот, ну, во-первых, то есть я думаю, это видение. В первую очередь его культуры, которую он заложил, и видение. То есть, как ты уже рассказал, то есть он действительно это очень образованный человек. Важно, что у него есть видение, но при этом он всегда руководствуется данными, цифрами, которые он получает. Вот. Большинство решений должны по его видению приниматься именно на основе данных и цифр. Вот. При этом есть еще принципы, которые он изначально заложил. Поскольку он очень любит читать, он сделал это правило, что никаких презентаций, должна быть очень короткая выдержка, например, по предложениям и по поводу того, как мы принимаем какие-то решения. Я прошел собеседование в Microsoft, работая в Мичигане, в один проект. И мне нужно было вернуться в Россию для того, чтобы переделать визу. Но когда я вернулся в Россию, тот проект, который начинали в Microsoft, закрыли. И мне пришлось проходить собеседование уже в другие проекты. И вот там другие проекты мне не очень нравились. А еще там один проект, который нравился, это был в Норвегию. Меня туда не взяли. А как ты в Amazon-то в итоге попал? В конечном итоге я остался в России. Делал там несколько стартапов, пытался что-то сделать. Вот. Там была небольшая удачная история. Вот. И я устроился в компанию в конечном итоге в Genesis. Вот. В Genesis... Там, получается, в Питере, да, ты уже где-то учился? Да, в Genesis, да. Genesis — это компания, которая делает самые большие колл-центры в мире. То есть, чтобы понимание было у вас, ребят, Genesis — это компания, которая работает, например, с Airbnb или с Apple, по-моему, да, тоже да, работает. Apple, Airbnb, Microsoft. Все самые крупные компании Chase, пользуются программным обеспечением Genesis, причем эта компания, по-моему, родом из Владивостока, если память не изменяет. Да. И ты сказал, что типа ее основали бандиты из Владика, короче. Ну, возможно. Но потом она была там продана, она вышла на самом деле на IPO, была продана Alcatel-Lucent. Alcatel, когда там еще мобильные вот эти все телекоммуникационные компании, то есть очень в тренде были. Вот. А потом Genesis вышел из Alcatel-Lucent, и сейчас его приобрела Permira. То есть это сейчас является закрытым акционерным обществом. Вот. Понял. И ты устроился в Genesis, и они тебя сюда уже перевезли, да? Да. То есть я устроился в Genesis, я знал, что у них есть офис в Силиконовой долине, у меня была цель переехать сюда. Вот, собственно, так и произошло. Потом... Ты там себя показал, получается, хорошей стороны, они тебя дернули уже сюда поработать. Да. У тебя с ними какой-то контракт был, да, там?
когда он истек, ты уже, соответственно, начал думать в сторону там. Ну, не совсем так. Я там просто был обычным работником, программистом. Ну, то есть я там сначала был там стафф-инженером, потом руководил одним проектом, потом еще другим. Вот. В конечном итоге получил грин-карту уже здесь. Вот. И устроился в Amazon. То есть у меня цель была такая, что в Amazon это научиться тому, как именно работают супер большие компании изнутри, и посмотреть, то есть, к чему стремиться, то есть какие у них процессы, как они работают, какие у них ценности и так далее, и так далее. Amazon, я считаю, это очень крутая компания, которую я, пожалуй, я бы сказал, недооценивал на тот момент, когда устраивался в нее. Ну, конечно, когда мы все приезжаем из России, мы вообще не понимаем, что такое Amazon, типа, что это? Что-то вроде Почта России, да, там? Да. Только нифига не Почта России. То есть он внедрил вот корпоративную культуру. И еще один из принципов, который он внедрил, это, то есть, экономия и принцип Day One. Даже Head Office, который находится в Сиэтле, в котором ты был, по-моему, называется Day One. Нифига себе экономию, там построили сферы. В каждом офисе есть всегда скульптура или какая-то там надпись на стене Day One. Что это означает? Это означает, что вот есть клиент, есть стартапы, да, которые начинают, и у них появляются первые клиенты. Они относятся очень экономно к своей работе, да, то есть они там не разбрасываются деньгами там, на офисную мебель, может быть, еще на какие-то там специальные там штуки, вот. И они ведут клиента от самого начала до конца, да, то есть вот они получили, трясутся, да, над каждым клиентом. Когда компания масштабируется, обычно клиентский сервис там немножко просаживается, да. Вот принцип Day One это как раз означает, что мы должны думать, что мы работаем каждый день как первый день внутри компании. То есть мы должны То есть забудь о том, что ты стоишь триллион. Да, мы должны беречь клиента, мы должны экономно относиться к нашим средствам, которые у нас есть, мы должны, то есть, клиента сопровождать на Я всем как раз пути. вот про это сегодня как раз с Иваном тоже говорил, про культуру. И я вот, ну, тоже, мы сравнивали, то есть, бизнесы, которые есть там в России, да, там и в странах СНГ, с теми, которые здесь есть. И здесь видно, что чем у тебя круче культура, чем более понятна твоя миссия, чем более логичны твои принципы, тем ты можешь быть более успешным. И конкуренция идет, наверное, даже больше на уровне культур, а не на уровне там маркетинга или каких-то других историй. И вот в связи с этим к тебе вопрос, да, вот из чего состоит вообще культура Amazon, что такое культура Amazon? Потому что некоторые ее хвалят, некоторые ее ругают. Многие вот называют ее, она такая, ну, немножко потребительская, может быть, где-то. Хотя мне она кажется очень справедливой. Вот твое мнение человека, который там вот работал? Я думаю, культура Amazon строится на осознанности людей. Amazon не гонится, например, при найме сотрудников за топ-звездами. Вот. Но он хочет нанять людей, которые осознанные и умеют работать в команде или хотят работать в команде. А дальше, соответственно, уже происходит обучение, менторство и так далее, и так далее. У нас были уроки информатики еще в школе, вот, но там мы пытались что-то делать, писали какие-то программки. Вот. Потом поскольку я участвовал там в нескольких олимпиадах, я думал на самом деле, что я хороший программист. Когда я пришел в университет, то сразу вписался в олимпиаду в университете. Я помню, когда я пришел первый раз, я думал так, я все могу, сейчас я там быстро сделаю задание, и то есть в очередной раз всех победил. Да, всех победил. Всех победишь. Да. Вот. Но такая была штука. Я выбрал язык программирования C. Я пришел, и обычно я писал там в определенной там среде, в консоли, а там была Visual Studio. И смысл в том, что все задачи олимпиадные в университете, они строятся по принципу, что ты читаешь из файла какие-то данные, вот, потом с ними что-то делаешь и записываешь в выходной файл. И на основе как бы проверки выходных данных проверяет работу твоего приложения. А я на тот момент не знал, как записывать данные и читать данные из файла и записывать в файл. И я даже знал, как сделать, на самом деле, маленькое количество, там, парочку заданий всего там из 10, да, олимпиадных задач, но я даже не смог написать приложение, которое читает данные из файла. Я так на себя разозлился, у меня все в жизни, на самом деле, с первого раза все время не получается. Вот. Но я понял, к чему надо стремиться. Соответственно, на следующий год я там подготовился, я занял 2-е место в Олимпиаде, и то есть все потом понеслось. И самое интересное, что
в тот момент я увлекся спортивным программированием. Такое тоже бывает? Да, спортивное программирование — это где тебе То есть нужно ты знать... не олимпийский чемпион по программированию? Нет, мы на самом деле там участвовали на самом деле в Нижнем Новгороде в АСМ, в Олимпиадах, но там не супер какие-то результаты были. Вот. И идея спортивного программирования в том, что тебе нужно знать именно алгоритмы программирования, да, основы, на скорость, на минимальное количество памяти, которое задействовано и так далее. И смысл в том, что в жизни, если честно, это не очень часто пригождается, то есть при решении обычных задач на работе. Но это то, что как раз спрашивают на всех собеседованиях. И вот на тот момент я даже не осознавал, то есть для чего я все это изучаю, но мне это очень сильно потом в жизни пригодилось. Потому что вот эти именно основы — это то, что нужны Гуглу, Амазону, Фейсбуку. И все собеседования проходят именно не на знание API, не на знание какой-то функции сейчас там вызовешь, а именно на знание основ, то есть как данные располагаются в памяти, там, как максимально эффективно с ними работать. Обучение состоит из множества факторов есть. Первый — это 1-на-1 митинги, да, то есть чтобы понять, синхронизировать цели компании и цели самого человека, чтобы понять, в каком направлении он двигается. Их, получается, как тимлид, да, проводит менеджер, да? Там? Да, менеджеры есть. Есть программа менторства, то есть это специальный портал внутри Амазона, где каждый сотрудник может посмотреть ментора в какой-то области. И еще обязательный такой нюанс, что ментор должен быть из совершенно другого проекта. Так, чтобы у тебя не было, что у тебя наставник является наставником внутри твоего проекта. Такого не должно быть, потому что он будет немножко тебя как бы подтягивать где-то на других то есть как-то, да. Именно из другого проекта. Брать, да. Именно. Вот. То есть вот из этого. Ну, короче, получается, как и все остальные компании в долине, Amazon фокусируется на развитии людей внутри себя. Да. То есть, может быть, мы не сразу наймем супер там звезд, но мы их подтянем, сделаем, чтобы они были крутыми. Что еще есть в культуре такого, что вот ты заметил, что вот, ну, реально интересно? Чтобы я бы мог, может быть, себе внедрить, или там Иван бы там в деловой среде. Мне очень нравится процесс найма. Я считаю, очень адекватный и очень крутой. Процесс найма, сам процесс, он примерно такой же, как и во всех больших компаниях. То есть я могу рассказать про инженеринговую часть. Давай, интересно. То есть сначала HR отбирает каких-то кандидатов, потом происходит техническое телефонное интервью, где сотрудника просят решить там обычно две задачки в реальном времени. То есть он там программирует у себя на компьютере из дома, а инженер из компании смотрит прямо в реальном времени, что происходит там в коде. Вот. Если все это прошло нормально, то человека приглашают на он-сайт. Он-сайт — это обычно 5-6 человек, которые интервьюируют по часу. Обычно там 45 минут и 15 минут перерыв, чтобы человек немножко отдохнул. Вот. И с перерывом на обед один раз. Вот. В отличие от других компаний, где вот я, например, из своего опыта, где я проходил собеседование, в Амазоне есть прям четкое разделение по поводу того, кто какие вопросы будет задавать сотруднику. Не в плане конкретных вопросов, а на какие темы. То есть инженеринга обычно всегда спрашивают это алгоритмы, дизайн систем и soft skills. Это вот leadership principle. То есть их не напрямую спрашивают, да, а задают там каверзный вопрос, как человек там решает конфликтные какие-то ситуации. Например, как он какую-то там идею свою продвигал в последний раз в компании, да, то есть что он делал, когда, например, он предлагает идею какую-то, а ее не принимают, то есть какие его действия, да. То есть как человек решает именно soft skills. Вот. После этого, после того, как проходит он-сайт интервью, все сотрудники, каждый сотрудник задает два вопроса, то есть там, по алгоритму дизайну и soft skill какой-то. Вот. После этого сотрудники собираются и голосуют. Сначала происходит голосование, там принимаем, не принимаем, общее, все в закрытую, а потом начинается обсуждение, потому что поскольку все спрашивали разные вещи, то на конечный результат многие, то есть, не знают других областей, как сотрудник там реагировал. Вот. И
поскольку происходит обмен мнениями, складывается полная картина и происходит голосование повторный раз, на основе которого уже принимается решение. Один из важных, я считаю, крутейших принципов, который при этом работает, это то, что каждый сотрудник, интервьюер, у себя в голове должен ответить на один простой вопрос. Круче ли этот кандидат, чем 50% моих текущих коллег? Таким образом всегда происходит повышение планки. Если ответ нет, то мы его не берем. Мы берем только в случае, если он круче, чем 50% текущих ребят. Да. Ну, это на самом деле, то есть понятно, что нужно быть адекватным, да, и если, например, там специалист в какой-то узкой области, где особо там коллег может быть и не быть, то понятно, что это дело не работает. Но если мы говорим про общих разработчиков, там, например, бэкэнд или фронтенд разработчиков с общими скиллами, то вот этот принцип работает, да. Кто для тебя встреча один на один с твоим тимлидом, менеджером? Я думаю, это синхронизация личных персональных целей с целями компании. А как это для тебя работает? Работает так. То есть я рассказываю своему менеджеру, куда я хочу развиваться, какими навыками хочу обладать. И мы пытаемся в нашем внутри проекта пытаемся подогнать так, чтобы у меня была возможность реализовать свои цели. Ну и, соответственно, конечно, выполняя цели проекта и компании. А расскажи вот подробнее, вот именно в твоем примере, как это было, что тебе было интересно, какие возможности тебе дали вот, внутри Amazon? В Амазоне я больше пытался... Мы делаем продукт определенный внутри AWS. Моя цель была изучить все возможные сервисы, там, по чуть-чуть, чтобы выходить как на следующий уровень. Следующий уровень в моей иерархии — это principal инженер. Соответственно, для этого мне нужно архитектуру, знать все досконально. И ты просил, получается, просто тебя ставить на разные проекты, чтобы ты как можно больше изучил, как все работает? Я занимался тем, что я отвечал за техническую часть. Я, соответственно, общался с принципал, с менторами, инженерами. И само это тебя уже развивало? И как раз, то есть, обсуждая архитектуру тех решений, которые мы делаем, меня, то есть, развивало. И как раз вот менеджер, тимлид, да, твой, слушая тебя, направлял тебя туда, где бы ты мог больше развиваться. Именно. Мне даже, на самом деле, давали контакты людей, с которыми я должен поговорить по тому или тому вопросу, для того, чтобы развиться в том или другом направлении. Спасибо. Ты мне рассказывал как-то раз, как вы делаете презентации, да, там, как вот в газете Seattle Times. Есть такая штука? Ты же мне рассказывал, да, это про это? Или Артем из Сиэтла? Нет? Окей, значит, ладно, тогда мы это проехали, я потом это... Вам такой инсайт от меня, Денис даже не знает, как это правильно делать, ты меня справь. И то, что я забрал с собой тоже, часто бывает, что, например, внутри команд есть какая-то идея, и непонятно, что с этой идеей делать. Не всегда человек, который дал какую-то идею, он ее реально проработал. Но когда он эту идею дал, он вроде как берет на себя, так скажем, возможность в будущем сказать, что я ж вам говорил, а вы не услышали. Так вот, то, что сделали у Amazon, они сказали, если у вас есть какая-то идея, вы должны ее проработать. И она прорабатывается так, как если бы эта идея была уже реализована, и в газете Seattle Times вышла бы новость, что Amazon уже сделал это, каким это привело результатом. То есть там нету какой-то глобальной большой презентации, там есть просто титульный лист, где написано там «Amazon внедрил вот это». Из этого, то, что он внедрил, повлияло на клиента вот так-то, увеличилось или уменьшилось что-то, да, там. Сотрудники почувствовали это, критики говорят вот так. И вот это титульный лист, как Seattle Times. И потом, когда ты уже открываешь, там уже все детали, все мясо уже техническим языком написано, все. Ты в курсе об этом был вообще или нет? Я думаю, на самом деле, то, что я рассказывал про принятие решений, это примерно то же самое. Да. То есть то, что прикольно, что они прям сказали, что если ты хочешь быть понятным всей команде, это, это твоя ответственность, во-первых, да, то есть быть понятным, чтобы не просто было давайте сделаем вот так, а потом через время сказать, я вам же говорил, а вы меня не послушали, да, то есть мы говорим о том, чтобы, люди осознанно что-то предлагали, они реально прорабатывали то, что предлагали, чтобы не было фуфельных таких предложений, да, на которые мы только отвлекаемся, и нам потом надо самим разбираться, что это и что он имел в виду вообще, понимаете, да? Ты много раз спрашивал, что мы делаем в Malik Trip, и говорил, что хочешь присоединиться. Зачем тебе это? Да, я думаю, что вы делаете очень полезное дело. Сейчас объясню почему. Потому что даже живя в Петербурге, я никогда не был в Mail
в Mail Group или в Яндексе или в Сбербанке. Я заходил к друзьям, да, для того, чтобы там чай попить, поговорить, но никогда для того, чтобы там узнать о корпоративной культуре, про структуру компании, про ценности, да, про то, как работают, как принимают решения. Вот. И то же самое у меня происходит здесь. Я работаю и общаюсь с друзьями, но все равно это очень ограниченный круг общения. Да. А вы за короткий промежуток времени рассказываете про самые просто топ компании Apple, там, Facebook, Amazon, да, то есть... Про Amazon ты рассказываешь. Да, но... То есть я хочу рассказать, А зачем тебе сказать, что для того, чтобы просто расширить свой кругозор, для того, чтобы понимать, как это все устроено, для того, чтобы применить это в своих проектах. Круто. Давай, приглашай тебя. У нас следующий, вот буквально через несколько недель, welcome. Я думаю, Супер. ребята тоже приобретут наши участники от того, что с ними будет постоянно, Денис тусоваться, делиться своим опытом там, и так далее. Если вы тоже хотите присоединиться в одну из наших программ, прямо под этим видео есть ссылочка, кликайте на нее, изучайте нашу программу, оставляйте заявки и задавайте вопросы нашим ребятам из нашей команды. Окей, смотри, вот давай представим ситуацию, что ты, устал работать в Amazon и пошел заниматься своим делом. Какие принципы, что ты заберешь из этой компании, что ты будешь внедрять из того, что ты понял внутри этой компании, значит, Амазона в своем бизнесе? Ну, на самом деле, мне нравится вот все то, что мы уже обсудили, да. Ага. Но есть еще некоторые вещи, например, correction of error, да, помню, документ я тебе рассказывал как-то. Да. Там такая вещь, когда в Амазоне происходит какая-нибудь проблема, первым делом нужно ее устранить. Amazon работает, но так или иначе люди, техника что-то иногда подводит. Соответственно, происходят какие-то ошибки, сервисы падают. Вот. Первым делом нужно устранить проблему. А потом собирается команда или один человек и, то есть, составляет документ, в котором он описывает, собственно, проблему, должен 4 раза ответить на вопрос «почему?». То есть он говорит, например, вот там у нас произошла такая-то неполадка, потому что такой-то сервис вышел из строя. А он вышел из строя потому-то, а тот вышел из строя потому-то. И так 4 раза почему. То есть есть специальный документ, который они 4 раза заполняют. почему, да. И это вот во многих компаниях такая штука есть, но обычно это как отписка выглядит. Здесь, то есть ты прям прорабатываешь именно, то есть 4 раза почему, потом чему мы научились, и еще один раздел — это что мы сделали для того, чтобы эта вещь не повторилась. Вот. И этот документ отправляется всем, в зависимости от масштаба бедствия, либо внутри проекта, либо между проектами. Для чего это отправляется? Во-первых, из моей практики и вот из того, что я видел, никогда никого не увольняли и не наказывали за это. Ошибки происходят, да, понятное дело, но этот документ составляется для того, чтобы все научились. То есть все сделали выводы, научились чему-то, сделали так, чтобы эта ошибка больше не повторялась. Ты мне про это уже рассказывал, я эту штуку уже у себя внедрял. Первый раз, конечно, у нас немножко комом вышло, то есть люди для отписки так немножко написали, мне пока не было, в глубину прорабатывать, то есть в идеале, конечно, нужно было дать обратную связь высокого качества, да, сказать, где хорошо, где можно было сделать лучше, но в целом, то, что я уже увидел, оно реально, то есть, не все, может быть, ответили так, как мне хотелось бы, то есть развернуто, да, то есть я имею в виду, но были очень такие у нас люди, перфекционисты, которые реально сделали так, что, мне стало яснее, что нам нужно делать, и самое главное, ребята сами для себя ответили на вопросы, как они в будущем будут делать по-другому, что они уже сделали, чтобы эта ситуация больше не возникала. И реально это у меня сработало. Мы предприняли с этим документом определенные шаги, и мы реально, наш продукт Malik-Trip, я имею в виду, стал еще немножко круче, потому что мы на своих ошибках учимся, и вот этот инсайт забирайте с собой. Итак, ребят, есть такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы обмениваетесь знаниями внутри компании или откуда вы их черпаете? То есть в некоторых компаниях есть корпоративные системы, вики, базы знаний. Кто-то, может быть, ходит в Google, ищет там или в библиотеку. Вот. И расскажите про то, какие системы есть у вас, какие есть преимущества и недостатки. А самый лучший комментарий я выберу и подарю Алексу от Amazon.
Пишите комментарии, мы вместе через 2 недели с Денисом выберем лучший комментарий, который ответит на вопрос, какими системами внутри своей организации я пользуюсь, и что из этого мне не нравится, как я могу это улучшить, или что нравится, наоборот. И мы таким образом очень поможем Денису. Ну, во всех компаниях, понятно, да, обычно спрашивают работников, как им работается, да, там, чтобы понять их настроение, чтобы общее как бы, окружение понять, в какой среде сотрудники работают, да, и как это часто делается. Ну, обычно там в полгода, да, один раз анкетирование происходит, опрос какой-то раз в полгода, раз в год или еще когда-то. И вот я тоже видел, ну, во всех компаниях это обычно есть. В чем проблема? Проблема в том, что каждый раз человек должен отвечать, там, тратить там, полчаса, час или, ну, в общем, много времени. Это номер один проблема. Вторая проблема – это то, что если у человека плохое настроение сегодня, он это анкетирование, ну, этот опрос, он как бы там сделает под плохим настроением. Да. Если оно хорошее, ну, он, соответственно, под хорошим. То есть он даст как бы более негативный или позитивный фидбэк. Как это работает в Амазоне? Это работает так. Каждый раз, когда сотрудник включает компьютер, ему каждый день задается один вопрос. Один вопрос всплывает поп-ап там на экран, и ему там спрашивают. Все вопросы анонимные и не персонализированные. Но вопросы, например, соответствует ли ваша текущая позиция вашим карьерным целям? Например, удовлетворены ли вы там, своими там, коллегами, да, там, уровнем ваших коллег? Или нравится ли вам работать с вашим менеджером? Там, есть ли у вас все инструменты для решения ваших задач? Комфортно ли вам там работать в офисе? Вот. И куча таких вопросов. Там есть, в Амазоне есть целый отдел психологов. На самом деле, то есть ключевая фишка вот этой системы, это даже не в системе, не в программном обеспечении, а именно в этих вопросах. Вот. И есть вопросы, которые повторяются там, каждые 3 месяца, раз там, в 3 месяца или даже в месяц, а есть вопросы, которые там, раз в год. Вот. И эта штука чем крута? Тем, что она дает понять менеджменту и там, руководству, как изменяется климат внутри компании, внутри команды в течение там, времени. Вы вводите какой-то новый там, инструмент, да, или какое-нибудь правило, или там что-то такое, вы сразу видите, как это отражается на сотрудниках. Стали они более там, довольными или нет. Вот. Это первая вещь. Вторая вещь — это то, что там, раз в 3 месяца или там, как-то там команда сама собирается и совместно смотрит на результаты опросов, на результаты этого анкетирования. Вот. И важный момент — это то, что когда команда смотрит, она видит результаты свои, текущей команды, все там результаты анонимные, как бы там в процентном соотношении, там все это показано. Вот. Но также вы видите результаты по проекту, в котором вы находитесь, и по компании Amazon в целом. Типа, насколько вы отстаете именно, от среднего. Отстаем или опережаем, то есть и так далее. И сама команда сидит и решает, а нужно вообще что-то с этим делать или нет. То есть, например, там, у нас там появилось там больше стресса, например, или там что-то там загруженности. Мы понимаем, у нас релиз был, это как бы адекватно, там на небольшой промежуток времени, ну, то есть это все окей. Мы с этим ничего не делаем. Мы там считаем, что там, я не знаю, там в помещении слишком холодно. Так, давайте там типа сделаем там, запрос, чтобы там что-то поменяли и так далее. Ну, все вообще так можно. Но самое крутое, то, что, кстати, я вот не услышал, то, что ты мне говоришь, что вы сами решение принимаете, сделать с этим что-то или нет. Потому что сейчас я эту штуку внедрил, и так получилось, то, что это больше был фидбэк не организации, а фидбэк мне, потому что я не так много вопросов расписал, я просто написал, типа, довольны ли вы текущей ролью внутри организации, там, комфортно ли вам ваше рабочее место, ну, буквально там 4-5 вопросов задал, да, то есть, и вижу, что многие ребята, которые туда пишут, они как бы, ну, получается, я их ответ воспринимаю как лично мне как будто бы фидбэк пришел, потому что я же как бы основатель. Если, например, им некомфортно сидеть, то как бы я, получается, что как виноват. Ну, то есть, то, что им как-то некомфортно. И вот крутая история, я просто понял, что часто бывает, люди реально, начинают немножко подвешивать, то есть, типа, там, а вот это мне надо, а вот то и так далее, да, там. Круто то, что вот я не сделал, то, что я сделал по-другому, это то, что я все эти ответы
им, да, для решения. Ну, то есть сказать им просто надо, что, типа, вот вы за что проголосовали, вот вам что мешает, определитесь, что мы будем с этим делать и как. Если нужна моя какая-то помощь, давайте вы там проголосуйте и решите, что мы хотим сделать. Я там, если какой-то нужен, в принципе, там, бюджет и так далее, я готов, но там при условии, что вы там все вместе посовещались и решили, тогда это будет их решение внутреннее, и оно не будет спущено сверху, и они его воспримут как свое. Потому что, например, у меня вот был конфликт, даже когда мы переехали в другой офис, надо было делать дизайн, да, там. Я позвал туда дизайнеров, пришел у меня чуваки, его в итоге послали, короче, сказали, иди, мы сами тут все надизайним, как бы, да, там. Вот, но прошло время, они говорят, вот теперь мы хотим, чтобы нам кто-то пришел. Я говорю, а сейчас уже все поздно, то есть я вам хотел дать дизайнера, теперь вы сами ищите дизайнера себе и сами все делаете. То есть, ну, какой там бюджет вам нужен, типа, там, давайте обсуждать, ну, то есть предложите, что я не сразу все, сели, репу зачесали, то есть, понимаешь, да, то есть вот так надо делать чаще, то есть не решать проблемы за людей. В Амазоне у каждого человека есть там портал и страничка. На этой страничке есть информация про человека, то есть где он там работал, с какими менеджерами работал. Вот. И помимо всего есть еще значки. Значки получаются за всевозможную активность. Например, там, человек проходит курс какой-то там, по безопасности или там, я не знаю, там, повышение квалификации, там, soft skill прокачивает там, внутри Амазона, за пределами. Вот, у него он получает значки. Вот, эти значки при наведении на значок всегда можно посмотреть, за что он был получен и когда. Вот. Я сначала подумал, ну это как бы просто как доска, да, почеты или там, то есть с грамотами. На самом деле это очень крутая штука. Во-первых, она мотивирует сотрудников, которые очень долго работали, да, то есть не останавливаться, постоянно, то есть получать вот эти новые значки, то есть и так далее. И для многих сотрудников, которые там проработали там больше 5 лет, вот каждый значок начинает иметь реальные значения. То есть я прям вижу, потому что многие значки собираются, знаешь, то есть ты там прошел, например, курс по там, безопасности, там, разработке безопасных систем, там, 1-го уровня, 2-го, а потом ты когда уже там 5-го уровня, там уже все тебе там завидуют, и, то есть знают, так можно, знаешь, что ты эксперт. То есть можно, смотри, можно по сути зайти вот во внутреннюю социальную сеть и по значкам определить, у кого какая есть экспертность, и зайти у него спросить, если нужно. Именно. Это, во-первых, это круто, то есть для самих людей мотивация, во-вторых, это, то есть для помогает коллаборации. Сразу, то есть понятно, какие общие темы для разговоров есть между людьми. Вот. И еще это круто, когда человек хочет перейти из одной команды в другую, менеджер из другой команды сразу видит активность, потому что эта обычная активность, она не напрямую связана с работой. Это какие-то дополнительные активности. И есть еще одна вещь прикольная, это тестирование новых сервисов. Amazon, когда разрабатывает, первым делом он дает возможность протестировать сотрудникам, которые работают внутри. И обычно там рассылается email, в котором говорится, такая-то команда запускает новый продукт, мы набираем желающих, кто хочет протестировать. Ну, видимо, то есть там, они не собирают нужное количество людей, потому что приходит там через пару дней вот точно такой же email, но в конце есть такая штука. Мы, говорит, мы вам за это участие дадим значок. И все, и после этого больше имейлов не приходит. Да, потому что обычно за значок там люди очень много делают. На самом деле это звучит, то есть на первый взгляд не очень как бы адекватно, ну или может быть весомо. Но я вижу, что в такой большой компании, как Amazon, когда люди работают по много-много лет, и это является реально вот как доской с грамотами людей. И они реально, то есть, за это готовы там совершать какие-то действия и, то есть, реально участвовать в всевозможной активности. Как у нас говорили, когда я работал еще на первой своей работе, служи, дурачок, получишь значок. Давайте мы сейчас с вами еще Денису вопросы позадаем. Прямо здесь в комментарии сейчас пишите вопрос Денису. За лучший вопрос я по традиции подарю свою книгу «Сам себе босс». Или, значит, ну, там, встречу со мной там, в формате 30 минут, где я смогу, там, помогу вам, отвечу на какие-то вопросы, чем смогу, возможно, чем-то буду полезен. Поэтому пишите еще вопросы Денису, мы обязательно к нему приедем и еще вопросы зададим в наших следующих видео. Ваня, расскажи, что из того, что ты узнал от Дениса, заберешь с собой в Сбербанк, что применишь, что будешь рекомендовать ребятам, которые с тобой работают?
Слушай, подчеркнул на самом деле очень многое. Спасибо тебе огромное за эту возможность пообщаться вживую с таким человеком, как Денис. Вот. Первое, что забираю обязательно, это идею, что на самом деле все решают люди. И качество людей в команде определяет качество продукта. А вторая очень важная вещь, которую я отметил для себя, это то, что люди должны быть правильно организованы. Должны быть правила, в которых людям комфортно, и они готовы взаимодействовать друг с другом. Это история, связанная с подготовкой и написанием документов. И это история, связанная с общением с клиентами, когда мы работаем так, как будто мы работаем первый день, как будто мы небольшая компания, и всей командой стараемся оказывать лучший сервис и предоставлять лучший клиентский опыт. Наверное, это самые важные вещи, которые я отметил для себя, которые возьму с собой и буду применять у себя в деловой среде. Супер, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты узнал о нашем продукте, как вообще, так случилось, что ты попал на мою страничку и решил мне написать? Слушай, я на самом деле давно слежу за тем, что ты делаешь. Мне, честно, очень нравится подход, с которым ты делаешь контент и в Malik Space еще, когда ты занимался организацией мероприятий сам лично, и вот этот продукт Malik Trip, где ты помогаешь ребятам вытаскивать инсайты из сотрудников различных корпораций, помогаешь разбираться в том, как работает настоящая корпоративная культура, как она должна быть устроена. Для меня это очень круто, когда люди делают качественные продукты и вкладывают в эту душу. Поэтому я давно внимательно смотрю твои видео на YouTube, и вот одну из последних поездок я рекомендовал съездить своему другу Жене. Женя был с тобой, по-моему, в марте, если я не ошибаюсь, в одной из поездок. Ему очень понравилось. У нас есть некий такой клуб друзей, где мы встречаемся, и он подготовил для нас самые важные инсайты с этой поездки, поделился тем, что он увидел, и важный инсайт, который он передал мне, да, то есть что 50% контента, который есть в твоих поездках, это ты сам, то есть ты делаешь выжимку контента из предыдущих встреч, рассказываешь истории компании, максимально готовишь ребят и участников, вкладываешься в них своим временем и тем, что ты уже знаешь и для них проанализировал, разложил по полочкам и выдаешь эту историю, поэтому очень круто. Поэтому я считаю, что ты делаешь классный продукт, решил тебе написать. Вот, спасибо тебе огромное за такую возможность. Спасибо тебе. Спасибо. Давай ждем тебя как-нибудь уже в нашей полноценной программе, а не так, чтобы на один день. Ребята, если вы вдруг собрались в долину ехать и еще не знакомы с нами, с нашим продуктом, ссылочка внизу в описании. Ну а если у вас есть что-то действительно интересное, что может быть интересно тем людям, которые здесь живут, пишите мне в Инстаграм. Там тоже ссылочка есть на Инстаграм. Если вы сюда собираетесь, пишите в Инстаграм. Может быть, мы сможем реально быть друг другу как-то полезны. Все, пойдем? Супер.